переворачиваю камеру, начинаем готовить. Итак, вот я подготовила необходимые ингредиенты. Внизу напишу рецепт, какое количество чего нужно. Но скажу сразу, что этот рецепт я удвоила в 2 раза. Получается, все ингредиенты. Необходимо было 3 яйца и всего по 100 грамм. Я взяла 6 яиц и все ингредиенты умножила на 2, поскольку придут гости. И кекс этот очень вкусный, и поэтому я решила сделать сразу побольше, двойную порцию. Итак, сначала мы масло сливочное комнатной температуры растираем с сахаром и добавляем немного ванилина. Затем в отдельной емкости смешиваем творог со сметаной и немножечко его взбиваем миксером. Далее в емкость, где масло с сахаром, добавляем яичные желтки. Белки отделяем в отдельную емкость и взбиваем миксером. Далее все тщательно перемешиваем. Желтки с сахаром, а белки, как я уже говорила, ставим взбиваться. Белки обязательно взбиваем до вот такой вот густой пены. Также, как я уже говорила, взбиваем творог со сметаной. Далее перекладываем все ингредиенты в глубокую емкость, в которой будет удобно перемешать тесто. Ну вот начинаю я с творога. Далее к творогу добавляем молоко и все перемешиваем. Затем добавляем остальные ингредиенты, которые остались. Желтковую смесь с маслом и сахаром. Перемешиваем. Далее добавляем муку, а затем взбитые белки. Также не забываем добавить в муку разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем. И последний ингредиент добавляем взбитые белки. Затем все перекладываем в форму для запекания. Далее украшаем сверху все ягодками. Какие есть? У меня были разные микс замороженных ягод. И вишня, и клюква, и смородина. Поэтому я решила их смешать. Можно делать только с вишней, можно делать только с клюквой. Это придает такой кисленький вкус кексу. И получается очень хорошее сочетание. Вот так в произвольном порядке все выкладываем, немножечко опускаем вовнутрь в тесто, придавливаем. Далее ставим в духовку выпекаться при температуре 180 градусов 45 минут.
Итак, время прошло. Проверяем зубочисткой наш кексик на готовность. И если все нормально, будем доставать. Затем достаем из формы, и нужно ждать полного остывания. Но я ждать не стала и практически сразу разрезала его, чтобы попить чай. Когда сразу разрезается, конечно, он получается немножечко такой мокренький, но сами знаете, когда хлеб горячий резать или еще что-то, нежелательно. Но если не хочется ждать, то вкусно съесть и такой. Итак, сейчас на разрезе покажу, что у нас получилось. Вот такой вот красивенький кекс. Сверху также можно еще присыпать сахарной пудрой. Вот, всем спасибо большое за просмотр. Приятного аппетита!